Привет, друзья! Мы находимся в офисе КТ. Я Андрей Путин. Я Антон Белов. И мы сегодня расскажем про холиварную тему Pimcore против Akineo. Попытаемся их сравнить и хотим рассказать вам о том, в чем эти продукты разные, в чем они одинаковые и как их вообще сравнивать. Хорошо. Мы начнем, наверное, с самого главного, со стоимости продуктов. Значит, Pimcore. Во-первых, Pimcore бесплатный. Тут что нужно сказать, что Pimcore возьмет все-таки 7000 евро в год, если вам нужен SLA, если вам нужен консалтинг и так далее. 7200 в год, но это не за программный код. То есть программный код у вас будет, Pimcore Enterprise в данном случае это большая часть консалтинга. Вот, в отличие от Akineo. Да, в случае с Akineo это зависит от размера вашего бизнеса, плата, но вилка цен примерно от 30 до 50 тысяч в год. 40 тысяч пиши, 40 тысяч. Да я напишу вилку, никаких проблем. Да, у Akineo есть бесплатная версия, и у Akineo есть платная версия. Вот бесплатная версия и платная — это версии одинаковые абсолютно, за исключением модулей. То есть в Enterprise больше модулей, чем в комьюнити. Вот только и всего. Архитектурно, с точки зрения производительности, это одна и та же система. Вот это важно понимать. Поэтому если вам нужно реально большое, крупное внедрение, и вам, в принципе, не очень нужен функционал Enterprise, смело берите комьюнити. Так, следующее у нас параметр, по которому мы сравним, это MDM. Да. Тут надо в первую очередь сказать, что Pimcore — это Master Data Management система. То есть это система, в которой вы можете управлять абсолютно любыми данными. Неважно, это продукты, это данные пользователя, это маркетинговые представления. Любую сущность, любой класс, который вы хотите создать и который хотели бы создать, им можно управлять в Pimcore. У Pimcore это основная идея, философия. Любые данные. В случае с Akineo это не MDM-система. Это система, которая скорее классический PIM, и данные там не любые. То есть там есть определенный шаблон, с которым придется считаться. Ну, теперь про workflow. Давайте пару слов все-таки добавлю. Это классический PIM, то есть из коробки для простых задач его хватит. Если тебе нужно условно обувь, там, одежду, не знаю, что угодно из простых товаров, то да, здесь Akineo как бы обеспечит все возможности, которые обеспечивает любая PIM-система. Вот в случае уже сложных товаров, например, корпусной мебели, каких-то больших составных товаров, вот уже будут проблемы, потому что стандартная логика не покроет все кейсы, которые тебе потребуются. Или даже не только продуктов, потому что иногда помимо продуктов очень многие наши клиенты говорят, что нам нужен PIM, но нам хочется помимо информации о самом продукте знать какую-то метаинформацию, которая у нас больше нигде не хранится. Например, информацию о просмотре товаров, информация о популярности товаров, об отзывах по продукту. Это все не является информацией о продукте, то есть даже цена. Цена с точки зрения PIM, это, если это рекомендованная розничная цена, то это атрибут товара, потому что это его информация. Но если это цена в конкретном канале, да, Wildberries у нас в одном, в Озоне другая, на собственном сайте третья, там, а по скидке четвертая, а для оптовых клиентов пятая, эта информация не имеет отношения к продукту, а эта информация имеет отношение к каналу, в котором продается этот продукт. Поэтому это так же, как и остатки. Поэтому PIM Akineo заточен исключительно на свойства самого продукта. А Pimcore в этом смысле может интегрировать разные данные. У него даже там рапорты есть специальные, ну, об этом потом. Хорошо, давай следующий параметр, это workflow. Что это вообще такое? Workflow — это некая последовательность действий, по которой можно прогнать продукт. Например, нужно продукт отвалидировать определенным образом. Например, я ввел какие-то атрибуты, но мы договорились, что потом, после того, как я их заполнил, Антон их проверит. И тогда это называется workflow. Или более сложные случаи, если нам нужно убедиться о том, что я могу ввести эти атрибуты только тогда, когда введены другие атрибуты, в случае, если
этот товар был порожден, и там информация от него из ERP пришла не более чем 30 дней назад. Вот примерно в таких случаях это все называется workflow. Ну, то есть, получается, ты заполняешь, я утверждаю, публикуем, и еще при этом есть определенные чек-листы того, как должен выглядеть товар. Да, и ты можешь мне вернуть, кстати, товар в случае, если validation workflow мы имеем в виду. То есть Антон может сказать, что нет, Андрей, ты что-то, вот этот атрибут правильно указал, а вот этот здесь, пожалуйста, перепроверь информацию, и вот тебе там комментарий мой. И я потом получаю это в виде определенного статуса, вижу его сообщение, корректирую, потом я могу отдать обратно. И после того, как Антон все отвалидировал, например, этот товар может автоматически опубликоваться в каком-то канале. Хорошо. Значит, как с workflow обстоят дела в PIMCore? В PIMCore workflow очень-очень гибкий. Там есть и правила ограничения workflow, когда его вообще можно запустить, и правила верификации по полям и по любым другим сущностям, по любым другим событиям, и действия различные, в том числе действия вычисляемые, в том числе действия через API, любые действия. Фактически это в парадигме PIMCore можно написать собственный класс со своими действиями и настроить workflow. Поскольку workflow никогда не настраивает оператор, это абсолютно нормальная история. Хорошо. В случае с Akineo все несколько проще. Workflow там есть, но только в Enterprise. Поэтому, наверное, в бесплатной версии минус, в Enterprise плюс, но он довольно простой. То есть это сугубо история, когда ты заполнил, я проверил, какие-то автоматические проверки прошли, мы опубликовали. Вот что-то вот из этой серии. Да, примерно так. Пойдем дальше и расскажем про DAM, потому что PIM-система без DAM не существует, хотя некоторые, вот Akineo Community Edition существует без DAM, и, в общем, они считают это нормально. Да, в платной версии Akineo DAM все-таки существует, но он довольно урезанный там. Да. Что мы понимаем под урезанным DAM? Digital Asset Manager — это какой-то функционал, который позволяет управлять файлами, картинками, любой файловой информацией, которая так или иначе связана имеет отношение к продукту. У этой информации может быть собственный workflow, у этой информации могут быть собственные свойства, у этой информации могут быть собственные проверки. Например, у сертификата может быть собственное поле, когда он закончится, или когда он был выдан. Да, или у картинки может быть статус, что она в ретуше, там, и так далее. И вот на этом можно накрутить разные workflow, на этом можно накрутить разные действия. И вот это все, оно в DAM. Соответственно, в Akineo Digital Asset Manager нет, но есть возможность прикрепить просто файлик к продукту. Это может быть картинка, это может быть там любой другой атрибут, но это просто файл. А собственно, в Akineo Enterprise и в PIMCore есть возможность использовать все возможности Digital Asset Manager, и в PIMCore даже есть возможность редактировать в картинке. Это довольно простой функционал. Например, выделить там какую-то область, сделать картинку квадратной там, или еще что-то, вот подобного рода вещи. Их достаточно, в общем, их хватает для каких-то очень базовых операций. Хорошо, давай дальше. Иерархия. Иерархия атрибутов имелась в виду. Иерархия атрибутов — это самая сложная история, которую довольно сложно пояснять, и, наверное, можно немножко порисовать, потому что давай с Akineo начнем, потому что у Akineo тут довольно просто все. Ну да, у Akineo есть понятие семейства атрибутов, и продукты и категории, которые попадают в это семейство, они, соответственно, наследуют атрибуты этого семейства. То есть модель плоская, да, как бы есть семейство, да, как бы есть какой-то пункт и есть его свойства. Есть какой-то другой пункт и тоже есть его свойства. Плоская модель. Можно некоторые атрибуты выделить в группы, но это не сильно вам помогает. Это помогает только на уровне упрощения работы оператора, на уровне представления. У PIMCore совершенно другой подход. У PIMCore подход наследования. То есть есть базовый класс, его можно расширить,
его еще можно расширить, и его еще можно расширить, и потом можно переопределить. Вот эта вот история. То есть, например, у нас есть класс продукт, товар некий, и у него есть базовые свойства, например, название. Потом мы расширяем его с помощью класса электроники, и у него, например, есть свойства потребляемой мощности там, или еще что-то. Потом нам нужно расширить класс например, до дисплеев. И в дисплеях мы отменим один признак из электроники и добавим два новых признака. Потом мы можем расширить там, до класса, например, мониторы и так далее, и еще добавить атрибуты. И это все можно делать централизованно. То есть в данном случае, если мы здесь где-то добавим новый атрибут, он распространится на все модели. Это позволяет очень гибко, очень сложно конфигурировать очень непростые связи между продуктами. Например, когда есть какой-то тип продукции, у него есть какое-то количество атрибутов, ну, например, есть диваны, есть ткани у диванов, есть цвета, но какой-то конкретный диван может быть только каких-то конкретных тканей и каких-то конкретных цветов, в случае, если он какой-то конкретной ценовой категории. То есть сложные взаимосвязи. Потому что в Akineo это будет выглядеть очень плоско. То есть если вам нужен такой-то диван с такими-то ограничениями, ну просто заведите такой диван с этим набором атрибутов. Не всегда это работает, потому что тогда, когда очень сложные взаимосвязи между продуктами, нужно ограничить операторов, не позволить операторам сделать ошибку. То есть, например, ограничить им количество тканей. У нас вообще-то большой перечень тканей, но конкретно для этого дивана перечень тканей должен быть маленький, и при этом это должны быть одни и те же атрибуты. Вот в таких случаях, или там, вот у нас у другого клиента, оператора мобильной связи, у них тарифная сетка. В тарифной сетке огромное количество нюансов по регионам, по тому, как они должны в регионах работать, роуминг, здесь роуминг такой, тут такой, в общем, там все очень сложно. Хорошо. Давай, наверное, перейдем к следующей части, это API. В данном случае у Akineo это довольно простое API, которое позволяет делать то же самое, что можно делать в админке. То есть, по сути, управлять системой только не через админку, а через интерфейс. В случае с PIM-Core? В случае с PIM-Core это история про полностью кастомизированный API. PIM-Core исповедует принцип Connect Everywhere. То есть вы можете создать себе такой API, какое нужно. Потому что это сильно контрастирует с концепцией Akineo, которая предоставляет вам готовый API, кастомный готовый API. Угу. Хорошо. Следующий пункт у нас Calculated Fields. Расскажи, что это такое. Вычисляемые поля, то, что... Вообще надо про поля поговорить немножко подробнее, потому что в PIM-Core есть вычисляемые поля, есть поля, которые могут быть завязаны на значениях внешних систем, там, через API и так далее. В Akineo нет таких полей. Да, там все просто. Да, но в Akineo в Enterprise есть атрибуты с атрибутами. То есть как бы есть поле, которое тоже имеет у себя поля. В PIM-Core это тоже есть, но просто в Akineo это выдается как фича, которая доступна только в Enterprise. Хорошо. То есть и здесь есть вычисляемые поля. Здесь они более богатые, более гибкие. Здесь они прям вычисляемые, а здесь они, это то, что называется как бы ссылочный, да, референс атрибуты. Здесь только в Enterprise. Да. И, собственно, остался один последний пункт, самый сложный для понимания пункт, это PXM, потому что как бы все клиенты путаются, что такое PXM, и вообще не очень понятно. И на самом деле не так много источников, которые могут понятно объяснить, а что такое PXM. Ну, давай начнем с расшифровки. PXM — это Product Experience Manager. Да, он, соответственно, ориентирован на клиента, на данные, которые нужны клиенту. Соответственно, у нас может быть у одного продукта очень много описаний, которые подходят под разных клиентов, под разные целевые сегменты. Да, то есть как бы если в парадигме MDM-системы у нас есть просто некий продукт, который отправляется в неизменном виде в разные источники,
Ну, в неизвестном виде с некоторыми нюансами, потому что могут быть добавленные атрибуты, убранные атрибуты и так далее, да? Но речь не об этом. То в PXM-системе другой принцип. У нас есть сам товар, есть множество представлений этого товара, и вот они-то уже уходят к источникам. То есть, например, давайте о чем-то конкретном, например, давайте про маркеры. У нас есть маркер, у него обычные отдельные свойства, и что про него сказать? Ну, он черный, да? Вот. И мы решили сделать выкладку и позволить маркетологам выложить информацию об этом маркетере в Инстаграм, на сайт для мамочек и сайт для деловых людей. Вот в Инстаграме будет одно представление, да, где, не знаю, может быть, будет какое-то видео, может быть, это будет какое-то другое описание и так далее. Для мамочек это будет описано, что это очень полезный маркер, который очень пригодится в хозяйстве, он биоэко и там что-то там еще, и в общем, вы понимаете, да? А, собственно, для деловых людей нужно будет сказать, что этот маркер 60 километров пишет, не знаю, там, держите его как угодно, все равно он будет писать и так далее, там, стирается, не стирается, там еще, в общем, с какими-то свойствами. То есть один и тот же маркер, но абсолютно по-разному выглядит. Для маркетолога это очень важно, потому что маркетологам нужно где-то хранить всю эту информацию о разных представлениях о товаре. А где ее хранить? Нет таких систем. И, собственно, PIM-системы, современные PIM-системы и являются хранителем PXM, то есть Product Experience Manager. Хорошо. Как обстоят дела с PXM в PIM-Core? Ну, в PIM-Core есть Franklin. Нет, это в Akineo Franklin. Ой, господи, да. Конечно, в Akineo есть Franklin, и в Akineo есть Onboarder. Два функционала. Первый Franklin — это информация об обогащении из внешних источников, когда мы знаем, что нам нужно обогатить этот маркер разной информацией и автоматически заполнить ее. И Onboarder — это когда мы можем разных поставщиков попросить ввести информацию о маркере. Где здесь маркетинг? Ну, здесь маркетинг в PIM. То есть вся эта информация уходит в PIM, она хранится в PIM, в Akineo PIM, и после этого может быть интегрировано так, что в конечном итоге мы будем выгружать на разные маркетинг-каналы разную информацию. Да, я поясню. Franklin Onboarder является частью Enterprise функциональности Akineo, но в его комьюнити-версии тоже есть задел под PXM, потому что там есть возможность составлять эти описания вручную без Франклина и загружать их без онбордера, но возможность разделить это по каналам, возможность расписать это самому все равно присутствует. Можно свои коннекторы написать. Да. То есть вообще, тут давайте проговорим, что обе эти системы, и PIM-Core, и Akineo, они являются open source. То есть, если вы думаете о том, что, например, а почему бы нам не использовать Solidify, например, да? И Solidify действительно можно использовать, но только это, или там BrandQuad, российский BrandQuad, да? Это облачные решения. То есть вы получите тот функционал, который есть уже в облаке, и вы будете по подписке. Это все будет внутри чужого информационного контура. Не для всех организаций это подходит. Ну, для кого-то, для каких-то компаний это подходит, да, даже иногда для крупных, там, типа Unilever, но в целом PIM-Core и Akineo могут быть установлены внутри вашего контура информационной безопасности. Это open source системы, и если вам нужно их расширить, вы это сделаете без проблем. Так как обстоят дела с PXM в PIM-Core? Точно так же, как совсем в PIM-Core обстоят дела. Очень-очень гибко, потому что вот эта вот модель, которую я нарисовал, она является базовой вообще для PIM-Core. То есть у нас есть представление о продукте, мы можем его переопределить, мы можем сделать совершенно разные переопределения. И с DAM, и с информацией о сегментах, потому что у PIM-Core есть еще и справочники по сегментам, по пользователям, здесь все очень хорошо складывается. PXM — это набор, в PIM-Core это набор разных классов, дополненных информацией о продукте. Хорошо, давай теперь тогда подведем итог этого противостояния. Здесь, с этой стороны, со стороны PIM-Core, у нас получается ключевое его свойство, которое мы на протяжении всех этих параметров видели, это гибкость.
С этой же стороны у нас ключевое, наверное, свойство — это простота. Кстати, удивительно, но несмотря на то, что PIM-Core значительно более гибкий продукт, и даже интерфейс там сделан так гибко, специально сделан интерфейс таким образом, что настройте, пожалуйста, интерфейс так, как вам нужно. Все-таки любят Akineo. Ну, смотри, это же на самом деле вытекающее одно из другого. Когда у тебя большая гибкость, у тебя есть излишняя сложность. Но Да. без нее ты просто не обеспечишь гибкость. Тебе нужно сделать 100-500 вариантов, которые потребуется потом реализовать. Да? Когда у тебя простота, значит, у тебя нет определенной гибкости, потому что ты уже реализовал базовый сценарий, и шаг влево, шаг вправо — это доработка. Да, все верно. Вот в этом и есть ключевое отличие. Хотите простоту, берите Akineo. Хотите максимальную гибкость с очень сложными конфигурациями, workflow. Если вам нужно, у вас огромное количество информационных систем, если у вас не только информация по продукту, берите PIM-Core. Хорошо, я думаю, на этом мы закончим. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. Спасибо вам за внимание. Пока.